Так, друзья, всем привет! Сейчас в данном ролике попробуем установить разницу в расходе топлива между лодочными моторами 9.8 и лодочным мотором 5 лошадиных сил. Лодочный мотор Tohatsu 5 лошадиных сил, он же Nissan Marine, он же Mercury, пятерка. Tohatsu 9.8 лежит вот там в стороне. Для тестов возьмем лодку S-Marine 380 Air Max. Испытания будем проводить с одним человеком. Винты возьмем штатные шагом 8,5. Попробуем прокатиться по одному и тому же маршруту, одно и то же время, с одной и той же скоростью. И посмотрим, какой будет расход топлива. Понятно, что лодочный мотор 5 лошадиных сил будет работать на максимальных оборотах, на максимальном газу, а мотор 9.8 будет работать в полсилы. И вот попробуем установить, будет ли разница в расходе топлива или нет. Все, смотрим, не переключаемся. Будет очень-очень интересно. Понятно, что обороты будут разные, вот, но и объем лодочных моторов очень сильно отличается. Рабочий объем у Tohatsu пятерки 103 кубических сантиметра, у Tohatsu 9.8 рабочий объем 169 кубиков. Все. Поехали. Также, друзья, напоминаю, что для всех зрителей канала действует скидка на лодки флагман. Чтобы получить скидочку, нужно связаться со мной по электронной почте, либо по телефону, который я укажу в закрепленном комментарии. Так, давайте сейчас взвесим бак, посмотрим, сколько у нас бензина. Вот берем весы и взвешиваем бак. 4 килограмма 225 грамм. Так, винт у нас сейчас штатный стоит шагом 8,5. Будем сейчас идти на скорости 25 километров в час. Это, в принципе, для этого комплекта S-Marine 380. И вот со мной масса 100 килограмм. Это примерно такая крейсерская скорость, оптимальная. Вот, посмотрим, какие будут обороты, и также замерим расход топлива. Я сейчас поставлю секундомер на одно и то же время. Расстояние я померить не смогу. Нам главное расход. Попробуем уловить разницу в расходе. Заводим мотор. Включаем секундомер. Поехали. Обороты где-то 4600, 4500. Так, ровно 5 минут. Ровно 5 минут. Глушим мотор. Так, прокатились ровно 5 минут. Давайте сейчас измерим расход, сколько мы потратили топлива. Обороты были где-то 4500-4600. Скорость я держал в районе 25. Понятно, что очень сложно держать прямо точную скорость, но я думаю, что все будет понятно. Штатный винт с шагом 8,5. Сейчас измерим массу, сколько мы потратили топлива за 5 минут. Так, получилось 3,915, а было 4,225.
Также для зрителей канала действует скидка в 10% на покупки в магазине Zip Marine. Чтобы получить скидку, проходим по моей ссылке в магазин, в корзине делаем заказ и вводим промокод «Флагман». И все товары в магазине Zip Marine станут дешевле на 10%. Так, производим замер массы бензина перед тестом Тахацу пятерки на расход топлива. Так, 3,455. Получилось 3,455. Вводим моторчик. Включаем секундомер. И поехали. Все. Дадим моторчику остыть чуть-чуть, 5 минут. Так, ну что, прокатились 5 минут. Скорость где-то порядка 24, иногда было 25. Практически то же самое, что мы держали на лодочном моторе Тахацу 9.8. Давайте взвесим топливо, посмотрим, сколько потратили топлива за 5 минут ходу. Так, получилось 3,320. Так, ну что, какой можно сделать вывод? Вот я сейчас прокатился на двух моторах, Тахацу 9.8 и Тахацу, он же Nissan пятерка. На одной и той же лодке, одно и то же время, примерно с одной и той же скоростью по одному и тому же маршруту. Вывод какой? На винте с шагом 8,5 Тахацу 9.8 на данном маршруте сожрал 300 грамм топлива, а Тахацу пятерка съел всего лишь 130 грамм топлива. То есть разница в расходе более чем в 2 раза. Поэтому для тех, кто хочет экономить топливо и ходит один, намного выгоднее купить пятерку, потому что пятерка ест значительно меньше, чем десятка. Потому что рабочий объем у пятерочки всего-навсего 100 кубических сантиметров, а у Тахацу 9.8, у мотора 9.8 рабочий объем целых 170 кубических сантиметров. Я округляю. У пятерки 103, у Тахацу 9.8 169 кубических сантиметров. Отсюда такая огромная разница в расходе. Поэтому пятерка будет значительно экономичней. Возможно, другие моторы в этих категориях мощности будут какие-то отличаться, показатели, но в целом как бы все понятно. Это происходит из-за того, что на двухтактных моторах очень большая часть топлива улетает мимо, большая часть топлива не участвует в работе мотора, поэтому получается такая разница в расходе топлива. Соответственно, чем мотор мощнее, тем больше топлива он будет расходовать впустую. Поэтому, ребят, у тех, у кого есть пятерка и вы ходите один, пятерка будет значительно экономичней даже на одной и той же дистанции, с одной и той же скоростью. Все, всем спасибо за внимание. Ставим лайки и подписываемся на мой прекрасный канал.